Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике, в общем-то, пивное место. Но помимо того, что здесь присутствует башня пива, в меню я попытаюсь найти то, чего еще до сих пор мы не обозревали. Потому что меню достаточно большое, представительное. Поковыряемся, чат GPT нам в этом поможет. Короче говоря, пробуем то, чего еще не было. Пока мы тут долго готовились, в общем-то, уже немножко постемнело, и к нам принесли уже много и много блюд. Давайте пробовать. Быстренько пробуем лягуху, потому что это у нас как раз было на самом деле. Поэтому вот, иди сюда кусочек. Все в порядке. Лягуха как надо. Сочная, отличная, поэтому передаем. Слегка резиновая, но, в общем-то, претензий нет. Что это, я пока не знаю. Вот нам новую башню подносят. А что это? Это какие-то желудки. Я заказывал то, что у нас еще не было. Это ждет впереди. А что вот это за желудки, я пока не знаю. Это улитка какая-то, что ли? Это на кишки похоже. Это на кишки какие-то похожи. Короче говоря, все, что мы сейчас пробуем, я заказывал то, что еще не было. И это будет появляться, и ценник, соответственно, тоже. Какой-то кусочек кишки. Хрустящий. С привкусом медицины. Ну да, йодистый. Хрустящий йод. Вы извините, но вот это вот, наверное, будет вкуснее. Да, так лучше. Что это и чьи это кишочки, не знаю. Я очень доволен тому, что здесь присутствует довольно большое количество вот этих вот головочек лука, но одними ими сыт не будешь. Еще какая-то непонятная овощичка. Попробуем. Это она давала йод. Это на лотос похоже, только стебель. Вот это крайне интересное блюдо с точки зрения того, что я не понимаю, зачем оно существует. Это жесткая кишка. Это довольно интересный медицинский вкус. И нет, я уверен, найдутся любители. Мне не особенно зашло. Ну, прям серьезно. Если бы не эти головочки лука, я бы вряд ли вообще что-то положительное в этом блюде нашел. Ну, тут много еще всякой ерунды, которую... Ну, вот такая овощичка. Помидор, чеснок и прочее. Ром, пробуй все подряд отсюда. Я не знаю. Я бы не сказал, что это вкусно. Я бы сказал, это необычно. Но то, что любители найдутся, это вот однозначно. Вот это блюдо, следующее, намного более интересное, потому что это кишки рыбы, набитые мясом. О, и у нас включился свет. Это замечательно. Это значит, достаточно стемнело для того, чтобы сработала автоматика и высокий свет над рестораном зажегся. Роман, ваше мнение? Максимально противное блюдо с ароматом. Прям я чувствую, что это кишки. И я не думаю, что кому-то вообще из наших людей это понравится. Это может быть китайцам, вьетнамцам, которые любят вот эти вот вкусы, которые нам кажутся максимально ужасными. Ну, короче говоря, натюрель як натюрель, а следовательно, сомнительно. Кишочки, Ром, ты на них возлагаешь какие-нибудь надежды? Желудки ты имеешь? Ну да. Ну, надеюсь, да, что будет что-нибудь интересное. По крайней мере, рыбьи желудки не должны каким-то особенным запахом обладать, а если они и фаршированные, то вообще здорово. Давайте попробуем. В данном случае это выглядит намного более презентабельно, потому что, ну, вот такие вот кубышечки. Отдельные, значит, желудочки. Ну, их, в общем-то, приличное количество, да. Вон, пожалуйста, такие котлетки, скажем так. Ну, давайте какую-нибудь вот такую вот котлетку и попробуем. Заценим. То, что внутри, вкусно.
То, что снаружи, сама вот эта оболочка, да, она хрустящая. Но, знаете, натуральная оболочка из кишки, которая делается для обычных колбасок. По мне, вот тоненькая такая хрустяшка была бы прикольнее. Здесь больше жвачная вот эта оболочка. А внутри, в общем-то, стандартный замес вот этих вот местных котлеток, которые делаются, знаете, на рыбном соусе, фарш вот так порубленный. Это вкусно, это неплохо, к этому блюду претензий у меня нет. Единственное, что вот эта оболочка, ее пожевать. А в целом, да, это вполне себе достойное блюдо. По крайней мере, вот первое, то, что у нас из необычного сегодня, ну, помимо той медицины, это неплохо. Роман. Следующее у нас какие-то запеченные осьминоги или кальмары прямо на угле. Вот прям здесь уголь присутствует. Роман, твое мнение сначала, перед тем, как пробуем вот это, по поводу желудочков рыбьих? Я бы сказал, вот, из последних обзоров многих это одно из самых вкусных блюд, что я пробовал, потому что внутри фарш, который похож как будто на какие-то немецкие остренькие сосиски, мне напомнило. Но рыбный соус чувствуется. А еще мне напомнило, мы как-то с тобой брали хот-pot, внутри которого был такие коровьи желудки, и внутри также был фарш, помнишь? Может быть. Вот то же самое, то есть там часть коровьего желудка, внутри запихали фарш, и он такой замотанный был, как мешочек. То есть, классное блюдо, я прям доволен очень. Ну, то есть, экзотично, интересно. У нас такого точно не попробуешь. В частности, вот, например, за таким блюдом можно приезжать. Название пишется вот так, ценник, соответственно, вы тоже видите. Интересно, Ром, вот здесь вот все измазано в углях. Вот тоже необычно. Такого мы еще не пробовали, чтобы вот прямо тебе на углях вот это подали. Вот они угли, и вот у тебя прям кальмар на них валяется. Интересно, давайте посмотрим. Вот, посмотрите, вот так вот это выглядит. И вот такой вот замес. Ну, серьезно. Я не очень понимаю, как вот там я вот буду выедать то, что упало вниз, но, видимо, вот таким вот как раз образом и выедать то, что упало. В принципе, уголь – это не яд, это вполне себе, но такой вариант готовки я еще не встречал ни разу. Лайк за что-то необычное. О, у них очень богатый угольный такой мощный вкус. В хорошем смысле этого слова. Чуть-чуть на зубах, знаете ли, как песочек, чуть-чуть похрустывает, но не перебор. Слушай, я еще кусочек хочу, только с травой в этот раз. Вот так. Это необычная тема. Это и не грильный кальмар. Это и не на пару, естественно, вы понимаете. Хотя жидкость внизу там присутствует. У этого блюда абсолютно свой вкус. Кальмар при этом не передержанный, мягкий, замечательный. Видно, что свежий. Другое дело, если хочешь прям супер натурального вкуса кальмара получается, только на пару, конечно, просишь. Вот это блюдо мне нравится тем, что необычно придумано. Классный подход к тому, как вот тебе это подали. А то, что другой вкус, ребята, а вы затем и приезжаете, чтобы попробовать другой вкус. Я его сейчас попробовал. Изредка, да, на постоянку, конечно же, нет. Но это та самая экзотика, за которой приехал. Мне первый раз подают горшок с углями внизу, и где сверху у тебя вот так прямо на угли навален кальмар. Необычно, интересно, прикольно. Роман тоже пробует, говорит свое мнение, и едем далее. На сегодня много блюд. Раз Рома потянулся за вторым кусочком, это уже о чем-то говорит. Обычно он с первого раза такой, типа, все понятно. Ну да, слушай, это вообще первый раз я ощущаю вот такой вот вкус, чтобы сочетание кальмара с сочетанием... И это не грили, не... Да, то есть, это, знаешь, мы открыли новое агрегатное состояние кальмара. Да, что-то типа того. Прикольно, блин, я прям очень доволен, очень классно. Это интересно. Это реально интересно, классное блюдо. Вот запишем его в новые интересные классные блюда. Вот так оно называется. Так что да, не вопрос. Следующее, Роман, у нас грибное ассорти. Оно в меню так и написано. Грибное ассорти. В
грибном ассорти, ну, Роман, сколько видов грибов ты бы пожелал, если ты видишь грибное ассорти? Не смотри на блюдо, сколько бы ты пожелал видов? Я бы пожелал все, кроме иноки, потому что они у меня в зубах застряют, я их из-за этого не очень люблю. Вы знаете, ассорти по мне, ну, как минимум 5. Если их будет 6-7, то я такой скажу: о, вот это уже нормальное ассорти. Поэтому давайте посмотрим на блюдо, ну и посчитаем виды. А вот и ассорти. Давайте, вот у меня здесь тарелочка. Будем выкладывать. Гриб ухо. 1. По-моему, это типа шимиджи что-то. Они бывают покрупнее, бывают помельче. Хорошо. Так, это не гриб. Давай. Ну вот иноки. Их точно ни с чем не спутаешь. Вот они. Вот такая гроздочка есть. Окей. Это пока что 3. Где-то я здесь, мне казалось, я видел вешенку. Но пока я ее не вижу. Так, а где шитаки, где вешенки? Ребят, вы что, 3 вида гриба и все? Не, это не ассорти, ну 3 вида гриба. Но это не вешенка, это просто гроздь и иноки. Скажем так, грибов самих по себе много, но слово ассорти в данном случае я не уверен. Я не считаю, что слово ассорти применимо к этому блюду. Это просто жареные или тушеные грибы, которых много, да, без вопросов. Собственно, ушко. Прекрасная, замечательная штука. Я хочу подливочку попробовать. Очень масляная, вкусная. Впечатление, что с биксой анатовой добавки, но не уверен. Но впечатление, что оно там. А пробовать ли кучу этих, ну, иноки совсем уж ладно, это все прекрасно знают, что с шимиджи. Сочные, но хрустяшку потеряли. Ассорти ли это? Я не уверен. С точки же зрения количества грибов все в порядке. Мне нравится и вкус. То есть добавьте сюда вешенки, добавьте сюда королевский устричный гриб, добавьте сюда шиитаки. И, в общем-то, и на этом все. И здорово, и кайфово. Можно те же самые шимиджи еще с черными шляпками, и тогда вообще никаких претензий. Ну, просто разнообразие. По количеству уже все здорово. Одни из самых дешевых грибов. Ну, ладно. Вкусненько, много, хорошо. Можно даже поделиться, без вопросов. Разочарование, потому что не ассорти. Роман, перед следующим непонятным супчиком, сейчас выясним, почему у нас суп, а не башня ребер. Роман, по поводу грибов. С грибами все в порядке, это насыщенный грибной вкус, то есть это не, они не добавили чего-то своего вьетнамского, что будет противное. Если бы заменить иноки на какие-нибудь другие грибы, то для меня будет вообще идеальное блюдо. Ну, то есть, ну, ты не ожидал такого, что разносолы тебе такие будут с кучей грибов? Да что, для ассорти 3 штуки вполне нормально. Просто здесь уже на любителя, кто какие любит. Ну вот, кстати, напишите Роману ассорти, это значит 3 вида, для меня 5, 6, 7, вот как я говорил выше, все-таки, на мой взгляд. Окей, сейчас узнаем, почему у нас суп, а не гора ребер, и начнем. Разобрались мы, короче говоря, с этой башней. Все правильно GPT перевел. Действительно, это башня. Мы нашли просто фотку в интернете этого блюда. То есть должна быть достаточно плоская тарелка с бульончиком, где вот таким вот образом стоят ребра. И я спрашиваю, а почему вот должно так, а у вас вот просто супчик и там ребрышки? На что он говорит, что шеф у нас не занимается декорированием, он вот вам просто такой супчик принес. Во-первых, это все-таки башня, а там в супчике, ну не знаю, 2-3 ребра лежало. А мне бы хотелось все-таки, ну, серьезно, я заказываю достаточно дорогое блюдо, и ребра тем более, понимаете, там мясо-то вот столько. Ну, видеть нормальное, хорошее блюдо. Попросили переделать, они говорят, да, хорошо. Посмотрим, что сделают.
креветки, вареные в пиве. И в данном случае мы в этом точно убедились. Креветки, сочности хватает. Мы с Ромкой тут одну креветочку пополам раздербанили. Стой, никуда не падай. Все в порядке. С соевым. Ну, я не знаю, у кого здесь могут появиться претензии. Это живые креветки из аквариума, сваренные на светлом обычном пиве. Мы их не передержали, как видите, у нас огонь до сих пор горит, а мы им просто дали закипеть и выключили. Да, кайф. Это то, в частности, за тем свежаком ты и приезжаешь. Ну, самое главное, что мы их вовремя успели снять. Это было не мудрено, Рома. Вкуса какого-то пива я не чувствую, то есть, мне кажется... Сладость. Сладость добавить? Ну, вот то, что они какие-то травы туда положили, это Да. какой-то аромат креветки дало прикольный. А именно вот пиво какое-то я особо не почувствовал. Но в целом, я бы сказал, классное блюдо. Да, вполне. Так что вот у нас башня, тут на креветочку ушло вот, наверное, такой же бокальчик ровно. И, соответственно, я не жалею ни разу об этом. И вот у нас есть мнение за столом по поводу лягушки. Я должен сказать, что вот когда я пробовал, я просто первый кусочек попавшийся взял, съел, мне показалось, что нормально. Во-первых, неплохой, достаточно большой кусок лягухи я съел. Слегка резиновая, но в целом мне зашло. А вот Олег, дальнейший любитель лягушек, попробовал и говорит, это ужас ужасный. Я спрашиваю, а почему? И он вам сейчас ответит, почему. Ну, во-первых, как по мне, я не первый раз уже во Вьетнаме пробую лягушку. И до этого было намного сочнее, намного, более мясистее. Здесь просто порубили ребра, все подряд, мелкими кусочками. И, собственно, то, что острое, это возможность, именно особенность этого приготовления блюда. А так, в общем, мне не очень зашло. Другими словами, понарубили не пойми как, потому что мне достался достаточно большой мясистый кусок. Меня это вполне себе устроило. Нарубили не пойми, да, как? Да, по моему мнению, да, вроде бы бывало лучше. Второй момент. Ты сколько ног там обнаружил? Ни одной. Ни одной ноги. Ну, то есть, Нет. либо очень мелко Либо они нарубили, очень мелко что ты их не обнаружил, Да. либо, получается, Либо их там больше не было просто. либо там что-то. Вот так вот, видите, когда принесли блюдо, ты один кусочек такой укусил, недостаточное мнение. Слава богу, у нас есть дополнительные люди, которые могут составить мнение. Короче говоря, лягуха так себешная здесь. А я, видите, нахвалил вначале. Ну и ждем по-прежнему ребра. И пока ребра до сих пор ждем, попробуем тамариндовые креветочки. Я надеюсь, это ровно такие же из аквариума. По крайней мере, по размеру они похожие. Здесь их, как видите, уже подрезали. Надеюсь, кишочки при этом вынули, они просто так подрезали. Ну, короче говоря, некоторое количество. Здесь самое главное соус. Нет, они поменьше. По-моему, это все-таки не из аквариума. Сейчас узнаем. Давайте заценим. Ох, и сладкие они. Сочность присутствует. Чистятся... Да, ничего. Готовьте салфетки, как говорится, когда едите вот такие креветки. Извозишься по самой не балуйся. Да вроде кишочку достали. Но это не из аквариума. Они, конечно же, были замороженные. Небольшая ватность присутствует. Когда вы съедите огромное количество креветок, вы уже начнете эти микроматерии отличать. Но в данном случае я ни в коем случае не буду говорить о том, что это какие-то плохие креветки, еще чего-то. Любые, которые купишь во всяких там икеях, лентах и прочее в заморозке, они будут во 100 крат хуже, нежели вот эти. Там будет просто вата. В данном случае я бы охарактеризовал это так, знаете, как закусь под напиток в каком-то баре. Вполне себе сойдет. Не уровнем выше. Роман. Первый раз пробую креветки в тамаринде. И могу сказать, что тамарин креветкам очень подходит. В Прям этом классно. плане да. Если бы их, точнее, если бы из аквариума приготовили точно так же, было бы просто божественно. Ну, то есть, Роману понравился маринад, и я абсолютно с ним солидарен. Тамаринт интересная штука.
Это такой стручок, которым внутри паста, которая навернута на зернышки. Его здесь можно просто вот так купить и обгрызать. У него своеобразный вкус. Шаг навстречу сладкой, опять же, медицине, но не сильно. Поэтому с ним и перебарщивать нельзя, но и он хорош для тушения. Для тушения морепродуктов неплох. В основном, кстати, морепродукты с ним и готовят. Ну и в целом, это достаточно интересный, соусы много с ним делают. Достаточно интересная вещь. Вкусно? Вкусно. Жаль, что не из аквариума. Да, немножко жаль. А в целом, отличное блюдо. Тамариндовых креветок у нас не было же, да? Ну вот первый раз пробую. Ну вот. Ребра наконец-таки приехали. И у меня вопрос. Вот предыдущее блюдо, оно ведь должно быть ровно таким же и по объему, и прочим. Вот та мисочка, монтажер, напрягись, вот сюда поставь вот ту мисочку, а здесь вот это блюдо. Я не уверен, что одно в другое влезает. Потому что вот это в эту мисочку ну точно не влезет никак. А следовательно... А как это у вас так получается? Я объясню. Я тоже объясню. А как это так у вас получается? Одно и то же блюдо, вот оно выглядит таким вот образом. Ну, здесь вот огромный кусок мяса, здесь вот какие-то, значит, желирующие там вещества. Вот у меня нормальное ребро, прям серьезно, просится его куснуть. Это выглядит как надо. Давай вот бульончик так помакаем и по-мужски куснем. Пожевать. Хорошо пожевать. Мы жевали, наши челюсти устали. А я Нет. понял, почему это, кстати. Потому что они сделали другое. Они новые ребра достали и не успели их Не растушить. успели отварить, растушить. В принципе, согласен. Я могу сказать так. Я съел неплохие, симпатичные, ну, не ребра, а вот кусок мяса, который я куснул. Особенно с бульончиком. Это неплохо. Вот, кстати, дайте-ка я отдельно бульончик еще вот так. Достаточно легкий. Овощной бульон с нарезанными листиками лайма, что очень неплохо, на мой взгляд. Короче говоря, это такой суп с вот этими ребрами. Единственное, до чего я докопаюсь, это то, что, ну, они жесткие. То есть их не успели растушить, хотя и с косточки они очень красиво слезли. Пожевать? Да. Вкусно? Да. Остроты немножко плавает, но я ее в мясе не ощутил. Опять же, скорее всего, потому что не тушилось оно вместе. Имеет ли данное блюдо право на жизнь? Абсолютно точно. Не знаю, как Роман отнесется к этому, потому что предыдущие ребра, например, ему какие-то там не понравились, но я могу сказать так. Макнул, бульончиком запил и сидишь, жуешь. Ну, хотелось бы помягче. А в целом, да, огонь, нормально. Роман, будешь ли ты пробовать? Я знаю твою не особую любовь к просто вареному типа мясу. Ну, да, спасибо. Вареную свинину не особо. Ага. Ничего хорошего про нее не скажу, поэтому и смысла пробовать как бы не вижу. Мужики, кому нравятся ребра, напишите. Не ребра, точнее, а просто хороший добротный кусок мяса. Ну или тот, кто, как Роман, не хочет. Я коммент оставлю, кто за ребра и за мясо, а кто за ППП и ко-ко-ко. Шуточки. Опять меня обвинят в том, что я гноблю Романа. Я гноблю Романа? Да. Да? Тут всплыл момент, мы что-то повторяли, обсуждали эти ребра, и Ром говорит, да не хочу я свиные эти ребра. Я говорю, так, подожди, у нас говяжьи ребра, не свиные, говяжьи. Может быть, кстати, из-за этого они не такие мягкие. Короче говоря, Роман, говяжьи это Ну ребра. вот говядину, да, я бы попробовал. Вот где собака порылась при этом. Вот где она порылась. Ну окей. С бульончиком, Ром, возьми себе вот бульончика, накапай. было бульончик. Пожевать, конечно, но вот говядина к такой вареной я отношусь очень хорошо. Она еще и с жирком. Мне очень понравилось. Ну, пожевать, прям пожевать. Ну да. Вот заметьте, при этом
А разве у тебя такое сильное разграничение вкусов между вот свининой и говядиной? Ну да, вот я почему-то Да? вареную свинину вообще не люблю, а вареная говядина, окей, прям классно. Ну, тогда этого комментария не будет, который я обещал, а будет просто кто за свинину, кто за говядину. Я не знаю, нужен ли такой коммент. Тем не менее, пускай будет. Мне нравится и это, и свиные, и, короче говоря, без всяких вопросов. Я любое мясо, в общем-то, welcome. С удовольствием подъедаю. Ребер много, погрызть есть чего. Вот здесь желирующие какие-то вещества, это мы погрызем. Все, без вопросов. Окей. Несмотря на то, что в меню здесь практически в каждом рестике, забегаловке и так далее присутствуют практически одинаковые блюда, я считаю, что у нас несколько разнообразных тех блюд, которых не было до сих пор, у нас получилось найти. Короче говоря, симпатично, интересно. Разнообразие грибов меня удручает. Это ужасно. В остальном готовят вкусно, готовить умеют. Мне нравится, что у них есть аквариум, и можно попробовать прям свежак-свежак. Уж по ракушкам мы сегодня не проходились. Именно по той простой причине, что их много, миллионы раз вы уже наблюдали. В остальном блюда не особенно дорогие, приятно, все здорово. Местечко симпатичное, заскакивайте. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Как вы поняли, сегодня мы, естественно, были не одни. Кто до этого момента досмотрел, тот молодец. Стоическое вам спасибо. Мария, общие впечатления для начала по поводу кухни, а потом, может быть, просто по приезду. Как летели, что летели? Давай, не будем опережать мнение по кухне. Ну, а кухня мне вообще, на самом деле, все очень понравилось. Красивая подача, все вкусненько, аппетитненько. Ну, естественно, приехали во Вьетнам за морепродуктами. Угу. Вот. Но мне также понравились очень оригинальные вот эти желудочки рыбьи с фаршем мясным. Вот. И очень интересные у них заправки, такие хрустящие, как какие-то сладенькие. Так. И очень понравился вот этот соус с креветками. Очень рекомендую попробовать. Это сгущенка с какими-то специями вьетнамскими, вообще с креветками, вообще просто шикарная штука, очень рекомендую. Да, в целом они здесь это умеют. Скажи, пожалуйста, на углях вот такого кальмара? Вот это классная штука, да, она такая с дымком, мне очень понравилась. Да. Послевкусие прекрасное вообще, мне прям зашло. Окей, по кухне в целом сегодня зашло, нормально. Да, абсолютно все. Как летели, как добирались? Легче сейчас стало, сложнее стало? Ой, мы настраивались на очень долгий перелет, 9,5 часов. Мы думали, что мы там будет там плохо. Вообще долетели вообще отлично. Не знаю, как здесь. Компании, наверное, нельзя рекламировать. Да говори. Вот. Аэрофлот прекрасный, за 9,5 часов, очень хороший персонал. Мы кушали, нас кормили, мы спали, все было как бы отлично. Прекрасный трансфер, кстати, тоже доехали из аэропорта, тоже достаточно быстро нас довезли с одной остановкой. Правда, мы стояли в Хошимине, сколько? Минут 30 мы стояли просто на... Хошиминовские пробки Да, скоро и это обрастут вообще... легендами, да. Да. Мы там стояли просто вот в автобусе минут 30, даже не двигались. Ну да. Вот, потому что водитель автобуса не может нарушать правила дорожного движения, как нам объяснили, а все остальные нарушали. Ты знаешь, это нужно рассказать тем водителям автобусов, которые ездят уже здесь, ближе к курортной зоне. Вот уж кто самый негодяй и кого стоит, кстати, очень сильно опасаться на дороге, если вы ездите на байке, то прежде всего это как раз водители автобусов здесь. Им пофиг, он просто нажимает сигнал, и он летит с превышением всех возможных скоростей прямо. И разбегайся все, кто могут. Поэтому да, прямо в центре Муйне вы переходите дорогу, но если видите автобус, лучше откажитесь от этого мероприятия до тех пор, пока автобус не проедет. Это вот небольшой такой момент. К сожалению, да, автобусы спешат. Это не просто сигнал, а корабельный гудок. Да, ну зато у них да, разбегайся. А еще прекрасные у нас впечатления вообще по поводу поездки в Далат. Это вы про экскурсию с Романом? Да, с Романом вообще. Роману вообще отдельное спасибо, потому что когда приезжаешь в чужую страну... А Рома такой? Вот. Чувствовалась всю дорогу какая-то забота, внимание. Мне очень... Я уже сколько, года 3 или 4, ну это можете вырезать, это я так скажу. Ничего не будем вырезать, разговаривай. Года 3 или 4 не могу купить в Москве мимозу стыдливую.
Так. Вот. И когда мы ехали на экскурсию, я ее там нашла, и Рома заботливо сходила за пакетиком, принес салфеточки, все это намочил, не посмотрел на меня как на дуру. Вообще он понял, что мне это очень нравится, я была счастлива. Это нормальная Да, тема. Нет, нормальная тема. Забота но о мне клиенте, понравилось. конечно. Да. Ну, как бы тут Рома сам по себе такой очень уютный. Вообще прекрасная поездка у нас была, спасибо огромное. Он Прям- покраснел. Да. Не, ну правда, Ром, спасибо огромное. Драйв, Прям- конечно, тяжелый был в Да, обратную сторону. а как конечно. обратно ехали, да, Рома, конечно, очень Поэтому устал. серпантин, это, Да. конечно, пушка. Ну, а так, Ну, ребят, спасибо большое, прям здорово. спасибо вам, господа. Приезжайте еще. И Надеюсь, вы, ребят, что- тоже обязательно приезжайте, пишите. Все контакты есть мои в телеге, в закрепленном сообщении. Так что, да, всех будем рады видеть. Сейчас начинается потихоньку сезон дождей, так что если планируете, то планируйте лучше всего отпуск где-то на ближайшую зиму, начиная с середины декабря. Сейчас у нас, ну, в июне еще не особенно поливает, а вот в июле начнет поливать по полной программе, и это будет двигаться до почти начала зимы. А зимой увидимся. А ну, Ром, горячая и тяжелая. Нормально. Удержишь? Всем привет, с вами Костян, и мы по-прежнему во Вьетнаме. А сегодня, что ж так плохо идет-то все? Вот, хорошо, что я не стал. Попросили переделать, они говорят, да, хорошо. Посмотрим, что сделают. Наплюет туда. Чего? Наплюет туда. Да, я тоже так думаю.